Tesla сделала то, на что до нее мало кто решался. Она практически убрала все кнопки из автомобиля. И миллионы людей до сих пор спорят, было это гениальным решением или большой ошибкой. Стоит открыть комментарии под любым видео о Tesla, и начинается сразу же война. Одни называют это будущим, а другие считают, что нормальная машина не может существовать без кнопок. Этот спор уже идет много лет. Тем временем Tesla продала миллионы автомобилей, претензия так и не исчезла. Почему? Потому что экран и кнопки – это не вопрос привычки. Это вопрос того, как устроен человек. Представьте одну ситуацию. Машина едет, плохая дорога, и вам нужно изменить какую-то настройку. С кнопкой все просто. Палец знает, куда идти. Даже смотреть почти не нужно. А вот экран требует внимания. Хотя бы на долю секунды. Именно поэтому многие водители до сих пор уверены, что автопром слишком рано отказался от физических кнопок. Причем речь идет не только про Tesla. Похожие споры идут вообще по всей автоиндустрии. Но сегодня речь идет именно о Tesla, потому что именно здесь идея минимализма зашла дальше всех. И вот спустя несколько лет эксплуатации возник простой вопрос. А если вернуть все кнопки обратно? Станет ли Tesla от этого лучше? Или вся эта история про кнопки уже давным-давно превратилась в миф? Ребята, я на самом деле очень долгое время сомневался. 3 года я уже передвигаюсь на автомобиле Tesla. Все удобно, вопросов нет. Но реально есть нюансы. Напиши комментарий, согласен ты с этим или нет, все ли тебя устраивает. Но если честно, вот эта вот картина, которую вы сейчас увидите, я с ней сталкиваюсь постоянно. Люди подходят к Тесле, хотят сесть в машину. Многие не знают, как эти ручки работают. Они начинают царапать вот здесь вот кузов. Это реально очень неудобно. Поэтому я предпочитаю всегда своих гостей, пассажиров заранее открывать двери, запускать их вовнутрь. Сегодня я вам покажу интересный блок кнопок. 3 года я считал, что это колхоз и реально смотрится неорганично, и мне это не нужно. Зеркала, вот эти черные стойки затянул, колпаки, электролифт. Гляньте, пацаны. Открываем, благодаря командору дергаем ручку, электролифт все поднимает, все опускает. В общем, все аксессуары эти у меня стоят. Поэтому кто там взрывается от того, что что-то где-то реклама или что, я не знаю, ребят. Вы как только вчера на свет появились. Все улучшения – это не просто записать видео, заработать денег и вам что-то продать. Это то, что реально мне нравится, и я использую в повседневной жизни и в эксплуатации. Cyber-Button 3-го поколения. Не хотел 1-го, не хотел 2-го. И вот на мою радость дождался 3-го. Это, по-моему, мне Тлиерт предоставил. Я не помню. Да? Мне мой друг Сашка, передаю тебе привет, уже давным-давно уговаривал меня на этот комплект. Инструкция по установке, все как всегда, функционал. Здесь есть разные наклейки, но причем это не просто стикеры, это то, что будет светиться, сами символы будут светиться. Вещь эта сцепляется под экран. Есть вот такой блок управления, подключается в ОБД. Блять, кто мне это прислал? Тлиерт или кто? Сейчас вспомню. Да, это Тлиерт. Тлиерт 25% ЕВ Пират. Я хочу вот здесь рассказывать, чтобы меня было видно, не было видно яиц, был виден товар, но видна Тесла, фара ее. Можно? Если ты сместишься чуть-чуть левее, тебе солнце не будет бить, но смотри, чтобы пейзаж был. Сними пиздато красивую картинку, можешь сделать? Товар у меня в руке, коробка нахуй в кадре не нужна. Вот, мне вот это важно. Желательно в той трети, либо ближе к центру, а вон там пиздатый пейзаж захватить. Понимаешь? Приобрел я это в компании Тлиерт. В описании будет скидка 25% на весь ассортимент с моим кодом ЕВ Пират. Честно, сразу вам скажу, я не знаю. Вот реально меня уговаривали очень долго, но хочется попробовать. Реально, посмотрите, интересная штука. Но если вас все в Тесле устраивает, напишите комментарий, набомбите. Пошли. Кстати, вот ковры брал. Посмотрите обзор, также прикреплю, но смотрите, со вкладышами, вообще просто бомба вещь. В общем, все аксессы, они у меня на канале. Ничего не пропадает после съемок, используется годами, тестируется, в общем, только годное. Снимаем порог.
Кстати, эту штуку я сегодня буду проверять не один. Со мной эксперт. Привет, поздоровайся. Это Алиса. Дети, как вы знаете, не врут. Поэтому я сейчас специально ей не показываю. Но когда это будет установлено, посмотрим на ее реакцию, что она скажет, нравится, не нравится. А вот сейчас сразу же сходу. Что скажешь? Нормально выглядит или странная штука? Странная. Странная штука. Поехали дальше. Здесь написано Юнипер, а у меня, кстати, не Юнипер. Заодно и проверим, подходит ли это ко мне. Очень интересно. Значит, этот блок надо будет спрятать, а этот подключить в ОБД вместе с командором. Давайте посмотрим. Кстати, Type-C провод, я так понимаю, это, я не знаю для чего. Мы проверим, почитаем инструкцию обязательно. Поэтому давайте мы вместе протестируем с вами. Я вот насчет этого аксессуара сам 50 на 50. Напишите обязательно, как вам зашло, не зашло. Мне пока что все нравится. Так, подсоединяем ОБД разъем. Вот этот хвостик это для Юнипера, а у меня не Юнипера. Мне нужно взять просто AMD. Да и фишки здесь разные. Да, у Юнипера, кстати, меньше, а у меня больше. Поворотный экран вообще, кстати, вещь. И заходим в раздел «Безопасность». И нам нужно нажать кнопку «Отключить питание», когда мы вот здесь вот делаем подключение, чтобы не было никаких проблем. Ага, вот этот Type-C провод мы подключаем вот в эту коробку. И этот проводок нам нужно провести вот сюда, позади экрана. Мы сейчас сымитируем первое включение, подсоединим вот сюда Type-C и посмотрим. В общем, все это пока что нажимать не будем, потому что неизвестно, что где за что отвечает. Вот если мы нажимаем, вот температура меняется, настройки тут есть. В общем, ставим и проверяем. То есть вот тут проденете и откроете бардачок, и вот здесь вот выйдем за монитором. Я не вижу смысла это все запечатлять на камеру. Дочь, ну как, интересно? Да. Да. Ну сейчас поставим, проверим. Так, смотри, вот такая вот штука. Будет это висеть вот так. Сейчас половина зрителей сразу же закрыли видос. Да ну нафиг фигня, подожди. Я тебе сейчас покажу, что эта штука умеет. Я сам не знаю, но мне друзья хвалили, говорили: Вовка, просто эта вещь должна быть сразу же, когда покупаешь Теслу. Все, держится. Ну-ка. Type-C теперь надо провод подсоединить сзади. Давай, снимай пленку. Сейчас мы будем тестировать с тобой. Замечательно. Все. Ну выглядит вообще, конечно, интересно. Этот порог уже, я не знаю, снимал несчетное количество раз. Как он выдержал это все, непонятно. Папа, тебе помочь? Не, спасибо. Клиарт, реально респект. Интересная вещь. Я хотел еще ее год назад, но мне сказали: подожди, будет третье поколение. Теперь, ребята, давайте сделаем по мануалу все, что нужно для того, чтобы это устройство работало правильно. В общем, все вот эти наклейки, они имеют символы. И это не просто нарисовано. Здесь будет подсветка проходить сквозь вот эти рисунки. Тебе нужно вот эту клавишу нажать, держать, видимо. Потом вот сюда повернуть, выбрать, какую функцию надо, и запрограммировать на ту или иную кнопку. Значит, по своим ощущениям готов сказать, что вот тут бы хотелось бы немножко получше разрешение экран. Да, здесь все отрисовывается, но я вижу небольшие пиксели. Сюда надо было, наверное, 4К, маленький экранчик, либо, я не знаю, Full HD. Берем, нажимаем, держим вот эту кнопку. И теперь выбираем опцию. И нажимаем, держим вот здесь. Символ передней правой двери. Если я сейчас нажимаю, у меня открывается передняя правая дверь. Замечательно. Вниз это передняя дверь, вверх это будет задняя правая дверь. И нам нужно нажать, держать вверх. Почему ничего не происходит? А как запрограммировать? Странно. Пассажирская сторона, передняя правая дверь, задняя правая. Ну, пока что работает. Очень забавно получается, когда у тебя включена блокировка детей, и у тебя сидят взрослые сзади люди и ребенок, и они не могут сзади выйти. Просто им нажимаешь вот кнопки, и двери открываются, чтобы они могли выйти. Так, программируем, нажимаем в режиме звездочки. Вот она, задняя левая. Держим. Мне эта реализация, кстати, нравится. Это такие как стекляшки пластиковые, выглядит прикольно. Программируем сразу же. Давайте нажимаем. Это надо держать. Посмотрим на анимацию. Да, багажник работает. Я могу отменить и закрыть. Замечательно. Теперь передний франк. Нажимаем.
и все. То есть вот он весь функционал, который предлагается. Поэтому бардачка здесь нет. Кстати, было бы неплохо, если бы он здесь был, правильно? Вообще прям так и просится сюда вот этот гребаный бардачок. И давай-ка мы сейчас проверим, будет ли работать здесь свет, лампочка, чтобы я мог выключать. Свет не работает, кнопка. Хрень какая-то. Вот она, аварийка. Что мы сюда можем еще запрограммировать? Ну, тупые функции, если честно. Вот давай сложить зеркала. Вот анимация пошла, зеркала складываются. И смотри, у меня еще 3, а мне уже ничего тут не подходит. Ну, режим спорт, допустим, да, давай. У меня эта функция, режим спорт, вообще выполняется автоматически на педаль газа 80%. Если я нажму, тогда сработает кикдаун. Нажимаем, держим и ищем надпись спорт. S, не S. Замечательно. Передвижение пассажирского сидения. Нажимаем, держим. Это у меня будет вперед, это назад, да? Ребят, яркость всегда одинаковая, она не меняется. Это минус. Значит, подсветка самих кнопок. Символы наши просвечиваются. Ребят, функций не хватает, если честно, мое личное мнение. Не знаю, существует ли в природе какой-то более продвинутый девайс. Но здесь вот я сделал, как вы видите, управление дверьми, разложить, сложить зеркала, багажник, капот, аварийка, режим спорт и передвижение пассажирского сидения. Потому что у меня часто бывает, супруга заснет, либо ребенку места мало, и мне надо подвигать. Вот кнопка клацает вот здесь, когда я вверх нажимаю, но я ничего не могу запрограммировать, только нажатие вниз. Поэтому банально передвижение сидения требует программирования 2 кнопок. Переднее сиденье едет вперед. Я нажму сейчас остановить, оно остановится. Мне нравится то, что когда я регулирую вентилятор, я остаюсь в авторежиме. Я просто могу менять интенсивность, чтобы посильнее либо послабее. Вот это подходит. Вот температура, да, менять. Какая температура? Где цифры? Где градусы? Здесь ничего не меняется. Давайте, может быть, выключим режим авто, и мы увидим, что здесь меняются цифры. Нет, они не меняются. То есть что-то там в печке меняется, мне становится теплее, но по факту индикации здесь нету. Почему? В каком бы я режиме ни находился, какую бы я температуру здесь не ставил, вот мне на вот эту анимацию ориентироваться, ну как-то не по кайфу. Я напишу обязательно производителю, я считаю это немножко нелогично, то что цифры здесь не имеют взаимосвязи. Пускай бы они хотя бы там в мануал либо в авторежиме дублировались. В общем, так не пойдет, вообще так не пойдет. Как поворачивается? Ну, можно было бы сделать подороже. Оно приятно, да, есть такие ступенечки, но дешево. Я ощущаю немножко, вот знаете, дешевизну, не дотягивает этот продукт для уровня, что это для автомобиля Tesla. Когда я нажимаю, шайба немножечко болтается. Когда я кручу, у меня немножко даже смещается вот здесь сам экранчик внутри, в середине, но он не переворачивается, ничего. Ну, не хватает какой-то монолитности. Вот если взять кноп, здесь все четко поворачивается, супер экран, OLED разрешение, все замечательно. Вот, допустим, нажал я, да, аварийка, включилась. Ну, нажми-то вверх, аварийка выключилась. Все равно же здесь 2 контакта, и вверх, и вниз. В общем, качества чуть-чуть не хватает. Убавил, кноп тоже синхронизируется, экран синхронизируется, все идет с синхронизацией. Здесь как вкопанная, одна и та же яркость. По идее бы должно понижаться, было бы хорошо. Вот это вот примерно, выставь себе примерно на глазок, мне так не подходит, допустим. Если будет модель, которая предоставит больше опций и сенситивный отклик на вверх и вниз, это было бы замечательно. Не впечатлен, но и не расстроен. Что-то, вот, знаете, посерединке. Буду искать вариант лучше, но пока буду ездить с этим и балдеть. Итак, ребята, мы покатались, протестировали. Ну, реально, мне эта вещь зашла. Напишите комментарий, нравится вам или нет. Давайте спросим у нашего маленького эксперта. Алиска, как тебе понравилась эта штука? Да. Давай, мы слушаем. Мне нравится то, что эти кнопки вверх-вниз двигаются. Ты чё, спасибо. Ну, а визуально цвет, как оно, не выглядит здесь лишним? Нормально? Или? Я хотела, чтобы вот это вот было черное, а это все белое. Ну, так и будет. Ставим лайк, подписываемся. ЕВ Пират. До новых встреч. До новых встреч. Пока.